Астафьев. Стрижонок Скрип. Краткий пересказ. Стрижонок вылупился и провел первую ночь под теплым маминым крылышком. Утром птенец понял, что мамы нет, а рядом возятся другие стрижата. «Скрип!» — позвал малыш. Остальные птенцы запищали так же. Вскоре мама принесла вкусную капельку дождя и улетела. Она по очереди носила птенцам еду и воду. Когда Скрип попытался отнять у брата комара, стрижиха ударила его крылом. Птенец понял, что мама у них строгая. Норок в глиняном берегу было много. В каждой жила стрижиная семья. У Скрипа не было папы. Его сбили рогаткой мальчишки. Стрижихе было трудно кормить детей одной. Она целыми днями летала за едой и водой. Скрипу всегда хотелось есть. Еще он хотел узнать, что там, снаружи. Однажды храбрый стрижонок пополз к выходу. Мама вовремя вернулась и успела подхватить его. Стрижиха больно стукнула Скрипа по голове, и он понял, что мир вокруг норки опасный. Стрижонок еще не знал, что там есть коршуны, соколы, гадюки. Вскоре мама погибла в битве с соколом. Долго звали ее стрижата. А ночью прилетел к ним вожак и согрел их. Стрижи — дружный народ. Они стали по очереди кормить осиротевших стрижат. Пришло время птенцам учиться летать и добывать пищу. Тогда белое брюшко, вожак, вытолкнул Скрипа из гнезда. Все стрижи окружили его и погнали к солнцу. Скрип боялся упасть и утонуть в реке, но вдруг понял, что летит сам. Это было настоящее счастье. В тот день Скрип съел много мошек и выпил много воды. Вечером Скрип не мог узнать свою норку. Снаружи они одинаковые. Когда его выгнали из чужих норок, пришлось делать свою. Скрип устал, поэтому вырыл неглубокую норку и уснул. Рядом играли мальчишки. Один из них вытащил стрижонка из норки. Пока ребята гладили Скрипа, он чуть не умер от страха. Но мальчики были хорошие и отпустили его. Скрип понял, что норка должна быть глубокой, и принялся за работу. Он так долго устраивал норку, что теперь легко мог отличить ее от других. В своей норке Скрипу жилось спокойно. Но как-то стрижи затревожились, и Скрип тоже стал чего-то ждать. Белое брюшко взмыл в небо и позвал «Тиу!». Тогда стрижи взлетели и помчались вдаль. Стрижи улетают все сразу и забирают лето с собой. Прилетают они тоже в одну ночь, и тогда лето возвращается.